Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз. Перемены. Развилка. Конец июня, начало июля. Завершение и начало. И конец июня, весь июнь месяц связан с тем, что Юпитер в раке. И это энергия эмпатии, гармонии. А июль месяц– это Уран в близнецах и ломка шаблона. И если июнь и Юпитер в раке, то это еще на год, а Уран в близнецах на 7 лет. Вот такой своеобразный переход мы будем с вами проживать где-то на стыке вот 2 месяцев, но мы можем даже ощущать, словно это переход между эпохами, потому что уже в июле я, по крайней мере, допускаю вот те процессы, которые были запущены, но они для нас были скрыты. Вот те планы или как какой-то механизм новый, который нам не демонстрировали. Мы можем как раз с этим столкнуться. Неожиданная информация, какие-то метаморфозы. Нам уже где-то в июле могут более конкретно пояснить, что ж такое, как-то так у меня получилось, что же такое Уран в близнецах. Но, видимо, для вас, мои дорогие, не знаю, вот все карты у меня были, как мне казалось, сложены. Но, видимо, вам это нужно было увидеть. Обратите внимание, шестерка чаш– это, безусловно, это те люди, которые нас любят. Или пусть даже это не сама по себе любовь, пусть это искренняя дружба, но это то, что проверено, это то, что годами. Это когда нас не перевоспитывают, а воспринимают такими, какие мы есть. Где-то свобода от меркантильности. Ну вот как в детстве. Потому что в детстве мы свободны от какого-то материализма. Мы потом становимся такими прожженными прагматиками жизнь, да? А здесь нет, много эмоций. У кого-то я могу, иногда говорят, шестерка чаш– это те отношения, которые длятся годами. Или пусть это то знакомство, которое состоялось когда-то, а потом этот человек заново возвращается в вашу жизнь. Поэтому у кого-то может проиграться примирение. Или просто, когда вы сами, с вашими детьми, с вашими внуками, вот такая добрая карта. Иногда она может, кстати, говорить и об ностальгии. Поэтому все зависит от того, насколько, и, наверное, какая история у вас, именно личная история, длилась до этого периода времени. И, может быть, и есть что-то, как смысл продолжать определенно, если вот речь идет о тех людях, которых я обрисовала. Но если это просто ностальгия, мои дорогие, как ностальгия по утраченному или по тому человеку, который не придет по разным причинам, то тут нет смысла себя мучить, потому что где-то и королева чаш говорит о том, что это карта любви, эмпатии. И если даже в силу разных причин какая-то история завершилась, то есть возможность доброй энергии отстроить более счастливую историю, как бы с чистого листа, потому что следующая карта– Солнце, и на кону императрица. Что может быть лучше, да? Для вас вот такое доброе время, видимо, так хотят сказать карты. Ладно. И мы не задаем вопросы картам. В нашем раскладе мы достанем как два направления. И первое направление, что вы сейчас не видите, даже не предполагаете, это то, что скрыто, но это нужно услышать, чтобы как отложить в подсознании или принять во внимание. А вот второе направление– это то, что из прошлого, как какой-то незавершенный вопрос, или та тема, которая тоже требует вашего внимания, чтобы, возможно, потом что-то пошло с более правильной ноги. Но мы начинаем с первого направления. Что же у вас скрыто? Вот какая-то пауза или сложный выбор, или я не могу начать. Во власти эмоций, вот в плену, может быть, воспоминаний, эмпатии. Это карта еще прокрастинации, когда мы, все, мы вот как-то не можем себя на что-то организовать. Или розовые очки, мои дорогие. Может быть, это такой сложный выбор. Или это вы где-то подзастряли в том, что вы хотели, но вот оно сложилось как-то не так. И мы, оборачиваясь назад, то и дело пытаемся вот к тому прежнему знаменателю переложить или сложить, подвести ситуацию сегодняшнего дня. Но это не имеет смысла. По рыцарю мечей мы ищем правду, мы ее находим.
Да, по рыцарю мечей есть еще, знаете, пусть не в этой колоде, я называю бунтарь без причины. Вы можете столкнуться с такими людьми, или вам может кто-то заявлять правду, вы можете узнать эту правду, но и у вас могут быть такие энергии. С одной стороны, это энергия бесстрашия. Он не чувствует себя уязвимым, когда человек себя не научился правильно защищать. Или защищать в том контексте, когда не нужно что-то там до крайности доводить, а как раз предугадать на пару шагов вперед. И эта карта со знаком плюс проигрывается, когда мы учимся. Или мы ищем истину, правду, и мы ее находим. Поэтому немного, может быть, колючие такие энергии, но пусть это будет в виде какой-то информации. Мы ведь спросили, что скрыто. А, видимо, откуда ноги растут у этой информации, вам точно нужно будет разузнать. И здесь не надеяться ни на что. Здесь, знаете, именно как на поверхности лежит какая-то реальность. Ну вот, наверное, семерка чаш, пятерка чаш. Это карта разочарования, это карта душевной боли. Иногда это по этой карте как предательство. Поэтому мы можем и сами одеть розовые очки и, допустим, замечтаться, да? Или наоборот, была какая-то история, когда вы остались один или одна, а здесь мы словно во все тяжкие уже будем согласны на любой вариант. Тогда это тоже неправильно. Как и закрываться неправильно, но так и одевать розовые очки, к примеру, на новых знакомых. Наверное, стоит проверить, пронаблюдать за человеком, почему нет, не делать, по крайней мере, скоропалительных выводов, чтобы потом вот такую чашу не получить, пятерку точнее из чаш. Карта нам приглашает нас выплакать горе. Или по-прежнему, если правда у кого-то из вас держит вас еще в тисках прежняя ситуация, и вы словно живете в этих мыслях, живете в воспоминаниях, тогда нам карта говорит, реальность настолько быстро бежит вперед, а ты немножко отстаешь. Именно отстаешь, потому что, с одной стороны, ты погружаешься, может быть, в те воспоминания, которые тяжелые, сложные, снова и снова обдумываешь, почему поступил так человек, или вы можете тоже обдумывать, а что я мог или могла сделать. А здесь что случилось, то произошло. Здесь уже не надо это анализировать, оставить как ситуацию, как прежний опыт и идти дальше. Вы уже сильнее. Нас именно наши ошибки, говорят, умные учатся на чужих ошибках. Ну, как-то я про себя не очень получается. Но есть все равно какие-то вопросы, с которыми мы сталкиваемся. И именно мы должны с ними столкнуться. Не кто-то там другой. Да не поймем мы, пока мы сами где-то лбом не упремся в ту или иную проблему. Мы ее не прочувствуем. Порой вот именно эти чувства, такие со знаком минус, нам дают правильный ориентир, что вообще вокруг происходит. Мы словно или прозреваем, или мы как-то по-другому начинаем вообще мыслить. Поэтому вот какая-то правда, истина, она как в центре. С одной стороны иллюзии или розовые очки, с другой стороны глубокое разочарование. С чем это связано? Вот интересно, что скрыто по этому вопросу? Ну вот не случайно, вот те карты, которые мы до расклада я поясняла, десятка чаш, правда, у кого-то по личной жизни, если прежняя история, ну все, завершилась по разным причинам. Может быть, она завершилась из-за того, что были вот такие качелеобразные отношения, вы долгое время выжидали, ожидали, вроде вам не сказали ни да, не сказали ни нет, но вроде бы до этого были какие-то серьезные разговоры, и мы ждем. И мы как заложники нашего ожидания. А может быть и завершилось что-то, и вы уже это где-то пережили. И вот тогда у вас на кону отстроить новую формулу счастья. Потому что по десятке чаш это, во-первых, путь наверх, обратите внимание, вот так, ступенями. И еще Альберт Эйнштейн говорил, если мы отойдем даже от сферы личной жизни, десятка чаш, она очень емкая карта. Так вот, если мы отойдем от сферы личной жизни, Альберт Эйнштейн говорил, что невозможно решить проблему, находясь на том же уровне, где сама проблема возникла. Мы как минимум должны подняться выше. Вот эта ступенчатость, по сути дела, это и есть, когда мы шаг за шагом что-то преодолеваем. И десятка чаш вам говорит о том, что у вас сейчас добрая энергия,
а вы можете до бесконечности что-то анализировать. Вот я именно вижу так. Добрая энергия и на материализм, мои дорогие стрельцы, и на личную жизнь, и на теплый уютный дом, то есть решение вопросов с недвижимостью, ну или откуда к нам приходят деньги, или даже если ваше окружение ближайшее проходит какую-то фильтрацию, ну, значит, это тоже необходимо. Ну, значит, более надежными людьми вы себя окружите, а то и с теми людьми уже будете, которые даже как-то на пару ступеней выше по лестнице иерархии от вас. Может быть, это и нужные люди. Есть какие-то конкретные вопросы. Я бы сказала так, что скрыто. Это правда, у вас сейчас добрая энергия. Именно для вас, мои дорогие стрельцы. Поэтому важно не застрять. Но и словно пространством врата открывает. Вот зеленый свет у вас сейчас, а мы словно подняться не можем. Или себя переключить на что-то не можем. А скрыто то, что у тебя сейчас возможности. А возможности, они к нам всегда приходят неожиданно. Поэтому нужно быть внимательным к мелочам или быть внимательной к информации какой-то. Жизнь идет вперед, и у вас возможность отстроить новую формулу счастья. Это правда. Что же еще скрыто? Явно есть какое-то взаимодействие. По двойке жезлов это могут быть вопросы работы или откуда к нам приходят деньги. Как минимум, одна какая-то тема должна быть продолжена, или как минимум какой-то один контакт может быть для вас очень важным, мои дорогие. Это правда. Может быть, и придется что-то прояснять. Или, может быть, как две темы, которые вам тоже нужно согласовать. А может быть, это основной выбор, который вы должны сделать. Но это, наверное, этот выбор, ну вот нельзя делать, во-первых, на эмоциях, во-вторых, в попыхах. Тогда верхняя карта «Найди информацию», нам говорит, что-то перепроверь. Здесь риск, мои дорогие стрельцы, должен быть сведен к минимуму. Может быть, даже первый ряд нам о риске, что где-то и прежний опыт помогает. Но и не думать, что все как-то так оно само произойдет. Нет, тут, скорее всего, с кем-то нужно провзаимодействовать. И обратите внимание, два жезла словно между пальцами. Ну, почти как рука жонглера и одновременно земной шар. Вот тут самые разные могут быть направления. У кого-то поездка, у кого-то переезд, у кого-то, может быть, даже переезд по работе. Или это вы себе задумали какую-то тему в плане, как вам будут приходить деньги, работать из любой точки мира, может быть и так. Жезл все-таки это как раз с этим связано. Это больше по труду, по работе, по бизнесу. Но все равно в конечном-то итоге это к деньгам все сводится. Вот какие-то центральные очень важные вопросы для вас. Вот посмотрите, две пятерки. И пятерка это всегда недостаток. И если это эмоции, недостаток по доброте, может быть проявленный в отношении вас именно. Недостаток искренности, недостаток того, что вы были когда-то слишком доверчивы, а кто-то этим воспользовался, да? Недостаток реальности, то есть присутствует где-то у нас, раз нас сумели обмануть или сумели нас как будто обвести вокруг пальца, значит, что-то же мы прошляпили, правда? И вот теперь какая-то история, ну, наверное, как жизненный экзамен, так в жизни бывает, правда? Если мы не сдали вот этот экзамен, нам как дежавю судьба может вернуть. Пусть не с конкретным человеком, а с другим или какую-то похожую историю. Так вот, по пятерке жезлов это карта информационного хаоса. Я ее так называю. А вообще по этой карте и идут, кстати, люди ненадежные. И совсем не обязательно. Просто у кого-то будет связано с человеком. Но вот все то, что я говорила до этой карты, просто эта карта подтверждает, что если мы говорим с новыми знакомыми, или, может быть, это вы фильтровать, опять же, будете своих прежних знакомых, круг знакомых. Здесь как с информацией нужно работать, искать действительно, откуда же ноги растут у этой информации, чему можно доверять. Ну и люди, с которыми мы сталкиваемся, они могут быть такими, знаете, не обязательно, что он какой-то коварный план в отношении вас задумал, конкретный человек. А это человек сам по себе такой. Он словно бредет, сам не знает куда. Или ему все время кажется, что завтра будет что-то более лучше. Или где-то там
трава зеленее и солнце ярче. Конечно, и вы сами можете быть в этих энергиях. Но вот с чем-то вам, посмотрите, центральные карты, тут надо, есть какая-то правда. И нужно с чем-то определиться. И все же на кону. Десятка чаш. Да, эмоций будет много. Эмоций приятных. У кого-то может быть и страстная любовь. А тем не менее, есть какой-то контекст, когда нельзя замечтаться. Ладно, давайте второе направление. Что же из прошлого, как тема или вопрос, требует вашего внимания? До конца июня это где-то так будет, хотя мы все разные. Может быть, еще с заходом на июль. Так, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. С чем это связано? Я уже не повторяюсь, по девятке мечей. Это карта наших страхов. И все то, что я говорила. С одной стороны иллюзия, с другой какое-то глубокое разочарование. И мы словно обездвижены. Мы не знаем, куда идти, или как действовать, на кого можно надеяться. Но по девятке мечей нам говорят, страх искажает реальность. Ведь это всегда то, чего нет на самом деле. И вот нам человек показан, он даже сам себя обхватил колени руками, он как будто съежился. А ведь эти мечи, посмотрите, они даже поломанные. Их в реальности мало что нет, но и это ведь даже какая-то кажущаяся такая игра света. Вот у вас какая-то игра света может быть, когда вы какую-то тень можете воспринять или какую-то, вот мы очень уязвимы в этом положении. Или то, что нам говорят, мы не успеем перепроверить, потому что критическое мышление тут как раз снижается неизбежно. Эмоции словно давлеют над аналитическим центром нашего мозга. И поэтому для вас, видимо, очень важно вот сейчас, в конце июня, не замирать от страха. Хотя вы люди смелые. Но есть те ситуации, которые, может быть, из прошлого. Вас как поставили в какой-то тупик, так вы из него и выйти не можете. Это то, чему нужно уделить внимание, чтобы жизнь пошла в правильной ноге. Чему еще нужно? Тройка чаш. У кого-то выбор. Иногда по тройке чаш это действительно могут быть в отношениях, когда, может быть, не один партнер, а два. Или какие-то такие личные коллизии, когда все перемешалось. Но, значит, и в этом нужно навести порядок. По тройке чаш, вообще-то, это карта праздника. Поэтому у вас тут ресурсное время. И, кстати, астрологически это тоже так. Я оставлю ссылки на свой сайт. Перейдите, прочитайте. Я думаю, подсказок для вас будет больше. Вот обратите внимание, правда, что-то должно быть завершено. Как и период какой-то аналитики уже никому не нужной, который непонятно ни где там иллюзии, где там реальность, что там было, не имеет значения. Есть вот на данный период времени какая-то правда. И просто нужно отпустить прошлое. Вот 13-й аркан нам говорит об этом. Здесь очень интересная трактовка в этой колоде карт. Представьте, что вы идете, мои дорогие стрельцы, по заснеженному, холодному зимнему лесу, темному. И вдруг вам на тропинке вот навстречу вы видите образ лошади. Это та лошадь, которая не существует в реальности. Это как уплотненный эфир. И она смотрит вам в глаза. Лошадь – это наше как бы движение, активность. Это символика именно наших каких-то действий. О чем нам хочет сказать карта? Что ты словно уже прошел какой-то до этого периода путь. И это не имеет значения. Вот тебе отсюда это уже другие действия. Это уже, возможно, другие методы, другие варианты, как ты будешь взаимодействовать с людьми. Или, может быть, и по работе, по труду, или по твоему вдохновению. Ты что-то совершишь совершенно другое. Просто прими, что ты оставляешь прошлое в прошлом и идешь вперед. И даже если тебе сейчас вот так холодно, одиноко, уязвимо, вот как в этом холодном темном лесу, где деревья кажутся безжизненными. Но карта нам говорит, наступит весна, и все вновь зацветет. Оставьте прошлое в прошлом. Не будьте его пленником. У каждого свое, правда, прошлое, что опасно ворошить. Ну и все же, пойдем с вами дальше. Еще 3 карты достанем. Очень красноречиво, да. Тут как будто, опять же, праздник на кону. А
Но есть еще то, словно вы пленник собственных воспоминаний. Что же еще? Чему нужно уделить внимание? Пятерка мечей. Может быть, у кого-то это было сопряжено ссорой. По пятерке мечей еще и правда. Какой-то скандал даже может быть. Это всегда первая победа. Но тут нет ни победителей, ни проигравших. Как будто расходятся каждый в свою сторону и каждый при своем мнении. Но карта нам говорит, что вот эта конфронтация, она не будет тебе помогать в дальнейшем выстраивать отношения. Другие даже отношения. Или решить какой-то вопрос. Потому что очень часто по этой карте она где-то предвещает. Мы обязательно, вот это, кстати, дежавю, с которым мы можем столкнуться, может быть, в июле, с нерешенным вопросом, который был в июне. Может быть, он еще и раньше был, но тем не менее, в июне он точно был. И если мы не сумеем какую-то правильную политику в плане дипломатии провести и разойдемся с каким-то человеком, ну, буквально на мечах, на ножах, как мы говорим, да, в конфликте, то нас обязательно судьба с ним сведет еще раз, и мы будем вынуждены, ну, находить с ним какие-то общие точки взаимосвязи. И всегда это проще сделать, когда нет конфликта, правда? Вот поэтому уже на сегодняшний день, в июне, сведите к нулю какую-то острую ситуацию, мои дорогие стрельцы. Нейтрализуйте какой-то конфликт, может быть, даже в зародыше. Но уже не говоря о том, что, может быть, это разрослось что-то. Может быть, и нам самим стоит принять, если, правда, мы сделали какие-то ошибки, принять правду. Может быть, кому-то проговорить, я был неправ или я была неправа. Это не значит, что мы тут рассыпаемся прямо в извинениях. Нет, конечно. Но если дело того стоит, ну, вот какая-то действительно ситуация, которая упирается в конкретного человека, увы, так бывает, то лучше с ним сохранять нейтралитет или свести к этому нейтралитету. Это не значит, что мы с ним согласились. Это значит, что мы приняли его мнение. Мы приходим не воспитывать людей, а свою жизнь проживать, правда? Так, чему же еще нужно уделить внимание? Своему одиночеству, я так думаю, это для тех, кто именно сейчас, в силу, с чего мы начали, и в силу разных причин, в силу разных событий находится вот в этом сольном варианте. Вам никто не мешает сейчас, кстати. Вам вообще никто не мешает на июнь. Тут все то, что будет продолжено, будет зависеть целиком и полностью от вас. Отшельник идет медленно. Где-то и карта говорит, это карта независимого человека, кстати. И она дает сразу совет. Рядом пятерка мечей. Независимость – это не есть, когда мы кому-то что-то доказываем. Нет. Это когда мы вовремя умеем полшага назад отступить. И мы остаемся при своем мнении. Человек остается при своем мнении. Но это лучше, нежели мы получим то же самое, но через какой-то конфликт. И мы более занимаем сильную позицию, опять же, когда мы не создаем вот этой дистанции во взаимоотношениях. И отшельник, он силен тем, что его невозможно купить. Я всегда говорю об этом. Его невозможно купить, налезть, его невозможно обидеть какими-то жесткими, колкими фразами, словами. Ему все равно. Ему настолько все равно, кто там что про него думает. И это не наиграно. Это искренне от души. Он понимает, что людей невозможно изменить. Да и обстоятельства внешние мы тоже не можем поменять. Поэтому он принимает то, что есть, и просто идет своим путем. Что же еще? Вот, видимо, где-то и вам вот такие энергии нужно продумать. Посмотрите, десятка чаш, девятка монет. Правда, доброе время, мои дорогие стрельцы. Вот есть что-то невидимое такое, да? Чему вам нужно уделить внимание. И я вижу это через отношения. Потому что много эмоций. Много как и разочарований, которые вас, ну, буквально как кандалы. Вот эти самые эмоции. А тем не менее, даже если был какой-то минус, или вы столкнулись с каким-то очень сложным периодом, но это было прежде, а сейчас ситуация меняется, а нам нужно идти в ногу со временем. Девятка монет. Здесь где-то и деньги, или заработки, или вопросы работы, а здесь все то, что говорит девятка, и плюс еще эмоции, личная жизнь, любовь, эмпатия. Давайте карту совет.
Что же это у вас за развилка такая, туз жезлов, ну правда? Туз жезлов делит словно нашу реальность на период до и после. И нам говорит, что да, принимай решение, немедли где-то, все просчитай, разузнай дополнительную информацию, найди, правильно как-то оцени, кто с тобой, а кто, ну, не совсем с тобой, как относиться к тем или иным событиям или какие взаимоотношения выстраивать с теми или иными людьми. Но где-то вооружившись тем, что мы знаем, на будущее нам еще пока не говорят, что там сложится. И правда, Уран в Близнецах, да тут и тысячи и неопределенности, и неожиданности может быть. Это на 7 лет. Поэтому чем мы быстрее адаптируемся, я в своих прогнозах часто говорю, основная задача 2025 года, особенно вторая половина, это правильно адаптироваться. Чарльз Дарвин не случайно сказал, выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться. Но адаптироваться – это более такое красивое слово, более цензурное, более литературное. Так вот, видимо, есть то, что вы-то изменить уже не можете. И, кстати, в вашей жизни не имеет какого-то вообще глобального значения. Поэтому иди дальше, вот как нам говорит карта. А по тузу жезлов там уже возможности. Посмотрите, словно солнечные лучи. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые комментарии. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.